Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас! Сегодня у нас лекция номер 3. Она объемная, она ключевая, и это центральная, основная лекция всей программы раскрытия. Ей следует уделить максимальное внимание, максимальное время и в целом понимать, что она на самом деле окупится. Те техники, которые будут в этой лекции, да и вообще в целом все те техники, вы их будете использовать после прохождения этого курса, и они будут для вас раскрывать гораздо больше нового, интересного, и это на самом деле так. Но техники из третьей лекции, из сердца, это на самом деле потрясающее перерождение, которое вас, собственно говоря, ожидает, при том, что вы уделите максимальное внимание, время и лекции, и техники в целом. Раскрытие сердца, оно начинается с того, что мы освобождаемся от прошлого. Без освобождения от прошлого раскрытие сердца просто не происходит. Это тот блок, который тащится из прошлого, накладываются другие, основные, второстепенные, и все это тащится из прошлого и бетонирует сердечную чакру. Задача максимально избавиться, снять этот бетон, максимально снять эти блоки, избавляясь от, в общем-то, прошлого. Начало было положено, когда мы с вами освобождали на физическом плане пространство, выбрасывая хлам. Фотографии, ненужные документы, вещи, чужие вещи, сувениры, сломанное, порванное, разбитое, то, что уже переросло, то, во что уже не влезть, то, что перестало служить тебе как человеку, как личности. От этого мы с вами избавились некоторое время назад. Тем самым мы продемонстрировали Вселенной своим физическим действием свое намерение избавиться от прошлого, то есть отрезать те каналы, которые высасывают из нас жизнь. Это очень важно своим физическим действием подтвердить свое намерение. Важно это потому, что мы наполняем это дополнительной энергией. То есть мы демонстрируем, мы не просто держим у себя где-то это в плане и ничего при этом не делаем. Нет, мы подтверждаем это действием. И в этом случае Вселенная, наши хранители, они дают нам еще аванс. Они выделяют на дальнейшую работу энергию, возможность, варианты, открывают для нас дополнительные резервы, которые до вот этого физического проявления были просто-напросто закрыты. И в дополнение к этому мы продемонстрировали и подтвердили действием свое намерение на осознанный переход на другой уровень. То есть мы своим действием продемонстрировали как бы то, что мы осознали, что для перехода нам необходимо
прорабатывать, избавляться, отрезать и выходить на новый уровень. В общем, мы это все продемонстрировали своим действием, подкрепили это действие, то есть намерение действия. И, в общем-то, нам открыли резервы. И в целом следующий шаг на пути к этому — это освободиться от связей из прошлого. Освободиться от связей из прошлого — это значит освободиться и освободить место вообще от всех любых связей, которые были с вами до настоящего момента. И в этот круг входит огромное количество людей с теми, с кем вы каким бы то образом взаимодействовали. Любовники, родственники, друзья бывшие, да, соседи по парте. То есть сюда входит огромное количество людей, с которыми вы на протяжении жизни до настоящего момента взаимодействовали тем или иным образом, и с которыми вы отныне не взаимодействуете. Есть еще та категория, с которой вы хотели бы разорвать отношения, поскольку вы уже находитесь на другом векторе развития, у вас не совпадают энергетические вибрации, и вы людей не понимаете, взаимоотношения у вас идут либо очень сложно, либо они прекращаются. То есть с такими людьми тоже необходимо разрывать отношения. Для того, чтобы освободить это место, для того, чтобы разорвать отношения со всем прошлым, и в данном конкретном случае именно с людьми, потому что знаем мы то не знаем, понимаем, не понимаем, осознаем, не осознаем, но это не отменяет того, что с вас к огромному количеству людей утекает эта энергия именно таким же самым образом, как, в общем-то, и к тем вещам, от которых вы освобождались. И здесь происходит такой же равноценный обмен, то есть от вас идет, если вы находитесь на другом векторе развития, плюсовая, оттуда поступает минусовая для того, чтобы вас уравнивать. То есть это якоря, это крючки, которые вас не пускают, в общем-то, к развитию, к поднятию наверх, к поднятию своих вибраций, в общем-то, к переходу на следующий, более высокий уровень. Для этого есть тоже очень простая, но действенная техника. Она называется разрыв контракта. Вам необходимо разорвать контракты со всеми теми людьми, кого вы сможете вспомнить. Я вас уверяю, для того, чтобы это начать делать, вам необходимо это начать делать. Во-первых, это займет у вас несколько дней, а может быть и недель, а может быть и месяцев. Но основную работу, которую вам необходимо сделать сейчас, она у вас займет 3-5 дней. Это основная максимальная работа с собой, со своими воспоминаниями. Этого не нужно бояться, как только вы начнете это делать. Опять-таки те резервы, которые вам открыли, они будут еще дополняться открытием новых, вам будут помогать. Вы начнете вспоминать вдруг, откуда ни возьмись, приходить воспоминания из глубокого детства, из студенчества. Какие-то такие моменты, о которых вы даже не думали и не вспоминали, и вообще забыли напрочь. К вам будут приходить воспоминания тех людей, о которых вы, может быть, там раз-два видели, или вообще вот напрочь забыли просто, что это было когда-то, что такой человек был, или такое возможно. Это вам будут помогать.
вас будут направлять, и необходимо идти по этим направляющим. То, что вам будут подсказывать, тех, кого вам будут показывать, с этими людьми необходимо рвать контракты и понимать, для чего эти воспоминания к вам приходят. Начинать лучше с тех, которые у вас занимают больше всего как бы места. Это бывшие друзья, это те, кто больше всего насрал, это любовники, мужья, жены, это родственники, это какие-то партнеры, коллеги. Лучше всего начинать вот как раз-таки именно с таких мастодонтов, которые имели большое влияние и занимали большое место в вашей жизни. И к таким людям, как правило, идут самые мощные, самые большие каналы, в общем-то, сброса вашей энергии. Вот необходимо начинать именно с них, а дальше уже вы будете идти как бы по наитию. Дальше вы начнете вспоминать, в общем-то, следующих, других. И так будете эту технику повторять с каждым абсолютно человеком. Это не то, что я вспомнила кучку и со всеми разорвала контракты. Нет. Для начала вам необходимо с каждым конкретным человеком разорвать этот контракт. Почему это так называется, разорвать контракт? Потому что до нашего воплощения все эти люди, которые были, есть в нашей жизни, есть и будут дальше, с ними есть контракт о прохождении, о совместном прохождении какого-то отрезка пути, какой-то жизненной истории. И, в общем-то, цель этого как раз-таки закрыть этот вопрос на энергетическом уровне. Сказать, что, в общем-то, та отработка, которая была договорена, оговорена, она, в общем-то, уже закрыта, отработана, и дальше пойдет каждый сам по себе. Вот для чего нужна эта, в общем-то, техника. Как бы не хотелось думать, как бы там не ленились, но надо понять, что пока вы этот контракт не разорвали, связь, она есть, была и, в общем-то, будет. И не все осознают свою сущность, не все осознают свою личность. Большинство людей, они, в общем-то, идут в трехмерном сознании, как я уже сказала, с отрицательной заряженной энергией. Ваша энергия, она просто-напросто добавляет их и якорит вас, и развития вам не дает. А если взять еще более бытовой уровень, то если человек или люди, которые были из прошлого, они уже дошли до физических болезней, то, в общем-то, все это уравнивается с вами. И все это идет, в общем-то, по замкнутой системе. От вас к ним, от них к вам. И вот такая вот замкнутая система, которая приводит все к балансу и к уравниванию. Итак, техника. Представляем себе человека. Как я уже сказала, мы эти контракты разрываем по одному. Представляем себе человека, называем его имя. Представляем, что на руках у вас есть договор, документ, да. Не нужно там детально все расписывать. То есть представляем, что у нас в руках договор, вот лист бумаги, представляем перед собой человека, называем его имя и, в общем-то, говорим этому человеку, допустим, да, Илья, Маша, Даша, там, Глаша, кто.
Благодарю тебя за сотрудничество, благодарю тебя за опыт. Прощаю тебя, прощаю себя, отпускаю. Контракт считаю завершенным и отработанный. Теперь каждый пойдет своим путем. Ты пойдешь своей дорогой, я пойду своей дорогой. Контракт разрываю, связь закрываю. И на этом моменте разрываете, в общем-то, этот контракт. Представляете? Слова техники я, в общем-то, размещу под видео дополнительно. Это очень важно. Прощаю тебя, прощаю себя, что бы там ни было. Максимально, конечно, желательно, что бы там у вас с этим человеком не было, но это необходимо отпускать через прощение. Даже если, пускай вы на 100% это не чувствуете, это очень важно проговаривать и, в общем-то, отпускать. И желательно, опять-таки, на этом моменте представить себе картинку, как вы на самом деле из одной точки расходитесь, в общем-то, по разным путям. Эту технику повторять абсолютно с каждым человеком, как я уже сказала, 3-5 дней. Это будет довольно-таки серьезный, объемный, большой труд. И даже если это ваш сосед по парте, и вы с ним какое-то время сидели, и вдруг вы о нем вспомнили, ту же технику абсолютно повторяете и разрываете с этим человеком контракт. Дальше, после основных таких разрывов, да, с людьми этих контрактов, вам, в общем-то, будут приходить какие-то воспоминания, сны. И, как я уже сказала, это может занять еще несколько месяцев. То есть, если вдруг вам там через месяц-два пришло такое воспоминание о каком-то человеке, значит, разрывайте с ним контракт. И даже если вы, используя эту технику, уже этот контракт разорвали, значит, необходимо повторить, в общем-то, эту же технику с этим человеком. И, в общем-то, успехом здесь является то, что максимально отпускать и максимально прощать. Как это сделать? Максимально простить и отпустить? Но опять-таки обратиться к тому, что мы уже знаем, что все мы воплощены в физическое тело, и каждый проходит свой определенный опыт. Был у вас определенный отрезок жизни, где вы шли, в общем-то, рука об руку. И для чего-то этот человек вам насрал, для того, чтобы вы стали более прозорливым, для того, чтобы вы стали менее наивным, а может быть вообще, в общем-то, стали разумным, а не наивным, да, для того, чтобы вы стали себя ценить. То есть в любом случае это действительно, что бы человек нам ни сделал, это наш опыт, он сделает нас сильнее, лучше. И за это, в общем-то, человека необходимо благодарить, да, дух воплощенный, благодарить и, в общем-то, отпускать и прощать еще себя. Почему себя прощать? Опять-таки из-за того, что мы занимаемся самоедством. Что бы ни происходило, не нужно себя уничтожать, что ты этому человеку как-то там где-то подляночку сделал, да, или где-то там еще что-то. Важно эту технику повторять именно в том виде, в котором она есть. Прощаю тебя, прощаю себя, что бы там ни было. Именно прощаю и тебя, и прощаю себя. Это значит, я не имею никаких претензий. Это значит, что я осознаю и понимаю пройденный урок и принимаю все те условия, которые были проиграны. Это очень тоже
многоуровневая техника, которая затрагивает много уровней. И опять-таки она раскрывает сердце, то есть она снимает бетоны, она снимает блоки, когда мы прощаем и отпускаем. Прощаем и отпускаем и человека, и ситуацию, и те эмоции, которые были связаны с этой ситуацией. И точно так же себя. Мы прощаем, отпускаем и выбрасываем те эмоции, которые, в общем-то, накопились, были созданы этой ситуацией, этим человеком, и которые там просто вот как совались и складывались, да, бетонировались как раз-таки. То есть это избавление от блоков. Она хороша многими, но вы это будете ощущать по мере того, как вы будете ее делать. Она будет приносить действительно облегчение и радость и облегчение. Но опять-таки это вы почувствуете, когда будете это делать. Если по какой-то причине с человеком, ну вот не получается, да, все равно вот как бы стоит, да, не уходит, значит, эту технику с этим человеком повторяйте несколько раз, пока он не уйдет. Значит, у вас есть какой-то блок, который якорит и, в общем-то, на самом деле не отпускает. То есть у вас расходятся, в общем-то, ваши мысли с вашими действиями. И повторите ее несколько раз за один день, да, в один день. Либо отпустите вообще этого пока человека, отпустите пока, в общем-то, этот контракт и повторите его на следующий день. Но лучше всего именно через прощение, через прощание это проработать. Оно бывает, но очень редко. Очень редко оно бывает на самом деле, что не уходит. Да, есть какой-то такой процент людей, которые действительно либо мы не до конца осознаем, что за что, в общем-то, человека прощает, да, он не заслужил. Но здесь опять-таки должна быть работа с собой, со своими мыслями и с уже известными, в общем-то, фактами. И это необходимо у себя внутри. Еще раз проговорить, уложить и повторить эту технику, и она обязательно сработает. В этой технике есть некая, как я называю, побочка. На самом деле это не побочка, на самом деле это следствие, в общем-то, проделанной работы. Опять-таки это говорит об успехе проделанной работы. По отрезанию каналов, по разрыванию этих контрактов, а разрыв контрактов это и есть отрезание каналов с людьми из прошлого, эти люди, они, в общем-то, начнут активироваться, особенно те, которые плотно сидели на огромном таком потоке вашей энергии, они будут активироваться для того, чтобы восстановить этот канал. И здесь очень важно это понимать. В первую очередь вы должны знать, что это проверка ваших хранителей, это проверка системы Вселенной, насколько вы, в общем-то, готовы. То есть, что это значит? Вы отрезали канал, значит, вы прошли урок. Если вы прошли урок, значит, за пройденным материалом следует проверка, да, следует проверка закрепления результата. На самом ли деле вы прошли урок или это какая-то случайность, да, затесалась в вашу жизнь, в общем-то. Со стороны людей это желание, опять-таки, подсесть, восстановить этот канал. Им на самом деле не интересно ваше развитие. Им нужна просто энергия. Как они это понимают, что именно ваш канал отрезан? Да, они это понимают. То есть они активируются, они
автоматически идут туда, где канал, в общем-то, отрезан. Именно тот канал, который давал им огромную часть их энергии, которую они потребляли. И, в общем-то, здесь все взаимосвязано. И проявление этих людей, и проверка о пройденном уроке. У вас в этом случае есть, в общем-то, два варианта. Если вы идете на возобновление отношений с людьми, с которыми вы уже разорвали контракт, с людьми из прошлого, то тем самым вы, в общем-то, даете Вселенной понять, что на самом деле затесалась какая-то вот случайность. Случайность, урок, в общем-то, не пройден, проверка не пройдена, проверка провалена. И значит, вас необходимо отправить на повторный, в общем-то, круг прохождения этого урока. То есть она вас автоматом отправит на второй, третий, какой у вас там будет уже по счету круг на прохождение тех же самых уроков. Если вы проходите эту проверку и не возобновляете связь, отношения с людьми, с которыми вы разорвали, в общем-то, эти контракты, значит, Вселенная понимает, что на самом деле уроки пройдены, проверка пройдена, и вас уже, в общем-то, можно отправлять на следующий этап вашего развития. Да? То есть вы готовы к следующему этапу, к повышению вибраций, к переходу на новый уровень, на тот, на котором вы еще, в общем-то, не были. Да? Какое решение принимать в этом случае, решать вам. И вы должны знать, что если человек оказался в зоне прошлого, значит, он уже свое отработал. Значит, уроки пройдены, и, в общем-то, и ваши, и его. И себя не обманывайте, ничего себе не придумывайте, что люди меняются, что что-то там. Это, в общем-то, это личное дело каждого, да, то есть как оно есть, в общем-то, схему рабочую вы получили. Дальше выбор, в общем, остается за вами. Третий шаг. Необходимо вывести обиды, претензии, сожаления к себе, другим, к жизни, к Вселенной из своего поля. Для начала необходимо как бы прокрутить свою жизнь, особенно какие-то узловые ключевые моменты там, где ваша жизнь, по вашему же мнению, пошла не там, не так и не с тем. Прокрутить все это и принять это прошлое как некое приключение. Как некое приключение, что вы смотрите фильм, да, без соотношения себя с происходящим. Это сложно. Это сложно, но это возможно и это правильно. Необходимо это сделать для того, чтобы убрать претензии к себе, что какая я дура, зачем я за него замуж вышла, или да, какой я дебил, зачем я тогда, в общем-то, полез в эту ситуацию. Здесь не важно, абсолютно не важно, что произошло, когда произошло, как произошло. Вам необходимо принять тот факт, что все, что было до, все события в вашей жизни, в общем-то, они шли по задуманному плану. Да, на ключевых каких-то моментах, на развилках, там был выбор. И у каждого выбора был свой некий такой вектор развития. Но абсолютно все, оно было запланировано вами же до вашего воплощения. И, в общем-то, вы знали, куда вы шли. И сейчас очень важно
именно принять и понять это, что это всего лишь некое ваше приключение для того, чтобы вы оказались именно сейчас, именно здесь, именно в тех условиях, в каких вы сейчас находитесь, с тем набором опыта, который у вас есть, с тем набором инструментов, которые у вас есть. И весь этот путь, он именно для этого и был создан, был пройден. И в этом приключении не может быть никаких претензий, не может быть никаких обид. Там есть только благодарность. Только благодарность и понимание того, что вот благодаря всему этому я нахожусь именно здесь, именно сейчас, именно вот в таких условиях. То есть это отправная точка. И при других обстоятельствах этой отправной точки могло бы и не быть. В моей жизни тоже был ключевой момент. И когда я дошла до определенного уровня, и я огромное количество лет просто себя убивала за то, что я могла бы и не ходить. Зачем? Но когда я спросила, а что на том векторе, там, где я не пошла, да, там, где вот пошел другой выбор, что там, кто я? Мне сказали, что ты там конченая сука. Понимаете? То есть у каждого есть свой выбор. И те пути, которыми мы идем, их нужно принимать и воспринимать как самые наилучшие. То есть мы делали правильный выбор. Мы шли правильным путем, самым лучшим из возможных. И по-другому быть просто не может. И на этом пути нас никто никуда не сталкивал, никуда ни на что не направлял. Мы самостоятельно делали свой выбор. Когда это принимаешь, уходят обиды, уходят претензии к тем или иным людям. И, в общем-то, это еще одна ступень к взрослению, к пониманию собственной ответственности, что никто тебя никуда не тянул. Ты сам делал свой выбор. Ты сам шел своей дорогой. Ничего больше не имеет значения. Ты это делал. И ты как раз оказался именно там, где тебе нужно было оказаться. Потому что каждый из нас находится именно в том изначальном отправной точке, в общем-то, в новую жизнь, в новый мир. Понимаете? И поэтому никаких плохих решений, никакого плохого пути нет. Есть только приключения. Есть то приключение, которое каждого из нас наполнило определенным набором опыта, знаний, разумений, да. В общем-то, та поляна, которая позволила наполнить наше лукошко самым нужным, самым ценным, самым необходимым. И это лукошко, этот набор у каждого свой. Для того, чтобы это осознать, нужно вспомнить в своей жизни 2-3, а лучше и больше моментов, там, где на самом деле вы говорите, блин, ну вот хорошо, что я направо поехала, а не налево. Поехал бы налево, я там в аварию попала, вообще ни машины, ни меня, ни ног, ничего такого не было. Или хорошо, что я вот разминулся тогда с этим человеком, да, иначе там такой бы скандал был, вообще неизвестно к чему бы привелось, да. Или хорошо, что я вот в этот день вернулся домой, у меня там чайник кипел, сгорела бы вся квартира. Это есть абсолютно у каждого, просто нужно это вытащить, это нужно вспомнить для того, чтобы искренне, именно искренне от всего сердца, от всей души поблагодарить Вселенную, поблагодарить хранителей на то, что ваша жизнь складывается именно так,
именно в таком порядке, в каком она есть, а не в другом. Когда вы начнете за это благодарить, у вас уйдет еще одна забетонированная огромная плита сердечной чакры. Претензия – это страх, недоверие, это огромное количество негативных эмоций и энергий, которые вот сформированы в одну плиту претензия. Необходимо доверять Вселенной и понимать, что она для каждого из нас сотворяет благо, что она для каждого из нас делает максимально лучшие условия для каждого из нас. Это необходимо ценить, это необходимо видеть, и за это необходимо благодарить. Это первое, благодарность. Это необходимо сделать именно в том контексте, в том плане, в котором я, в общем-то, вам озвучила. После этого вам необходимо начать благодарить вообще за все. За все. Вот благодарю хранителей за то, что у меня есть крыша над головой. Благодарю, что у меня есть такая кроватка удобная. Благодарю, что у меня есть что покушать. Да, вот такой вот вкусный хлебушек у меня. Вообще вкуснятина просто какая. Благодарю, прям с удовольствием кушаю. Благодарю, что у меня есть очень удобная, комфортная одежда, да, или благодарю, что у меня есть машина. Какое счастье эта машина, да. Это свобода, это там в любой момент, как бабочка, вспорхнул и, в общем-то, полетел, да, независимо никуда, ни от кого. Благодарю, что у меня есть там дворик или у меня есть там дача. Благодарю, что у меня есть свое личное какое-то пространство, да. Благодарю, что у меня есть какое-то занятие. Может быть, вы там что-то рисуете или что-то делаете. Это вот действительно отдушина для меня, и я получаю огромное удовольствие от этого. Это необходимо завести на повседневное применение, благодарить вообще за все. Благодарю, что у меня есть вода свежая, хорошая, да, благодарю, что у меня есть хлебушек, что покушать. И это необходимо делать, благодарить за все. Благодарю, что у меня есть компьютер, благодарю, что у меня работает интернет, благодарю, что у меня есть свет, тепло, да, то есть это за все абсолютно, и это так. Это тоже очень многоуровневая такая техника. Во-первых, вы убираете со своей сердечной чакры огромнейший блок. Потом вы незаметно для себя начинаете ценить то, что вы имеете. Это не сразу произойдет. Нет, на это понадобится какое-то время, именно благодарности. Но это нужно делать. Если вы этого делать не будете, вы на самом деле не уберете блок, вы на самом деле не начнете ни ощущать, ни ценить. И, в общем-то, как бы другой разблокировки ее нет. То есть это очень ценно. Это огромная энергия благодарности, которая повышает уровень и убирает огромное количество, в общем-то, блокировок. Основная, которая я вам сказала. Но при применении этой, в общем-то, техники, да, этой благодарности, вы на самом деле начнете ценить то, что у вас есть. Вы в эфир начнете отправлять такое количество благодатной энергии, которая будет
вам возвращаться в большом размере обратно. То, что мы отдаем, то к нам и возвращается, то к нам и притягивается. Когда мы Вселенную благодарим от души, когда мы ее благодарим от сердца, мы выпускаем такой заряд энергии позитивной, и она желает получать это еще. Каким образом? Поощряя вас, то есть давать вам то, что вы цените, что вам приносит радость, что позволяет вам выпускать эту энергию, понимаете, этот, в общем-то, бесподобную благодатную энергию в эфир. То есть это получается вот такой вот обмен. Сколько эту технику делать? Делайте ее, в общем-то, постоянно с момента того, как вы получите эту технику, это видео. И первоначально вы на самом деле, ничего не будете ощущать. Но это первоначально. У каждого, конечно, момент отдачи, момент восприятия, что вам становится как-то хорошо, что пошла какая-то ответная реакция, да, это изначально это будет просто легкость и хорошо. Это вот что-то вот действительно приятное. Это вот если ты ложишься в кроватку и говоришь, блин, благодарю, какая у меня хорошая подушечка, одеялка, просто пух вообще. И через какое-то время ты на самом деле начинаешь кайфовать от этой одеялки, от этой подухи, да, хоть ты и так это делал, но ты просто это не осознавал, ты это не замечал, ты это не понимал. Благодарю за это прекрасное голубое небо, благодарю за это, за этот воздух, да, то есть благодарите за все, что есть в вашем поле. И, в общем-то, это вам будет возвращаться. Это будет возвращаться, но главным образом нас интересует все-таки разблокировка сердечной чакры. И это дает огромную, убирает огромный пласт блокировок именно с человека, да, именно с сердечной чакры, способствует раскрытию этой сердечной чакры. Хочу еще сказать, что те моменты, которые благодарю, что в моей жизни именно складывалось все так, тоже необходимо время от времени повторять, отыскивая все новые какие-то моменты, что хорошо, что было так, а не по-другому. Хорошо, что было так, а не по-другому. Эта техника именно с прошлым, да, связана, когда вот принятие идет прошлого, это именно так. Принятие своего прошлого, своего опыта, своих уроков, оно позволит, эта техника позволит вам, что называется, подружиться со временем. Это очень важно, это очень необычно, когда та временная как бы шкала, в которой мы пребываем здесь, она начинает нам помогать, она начинает с нами дружить и взаимодействовать. То есть благодаря этой технике через какое-то время происходит некая такая синхронизация с нынешней шкалой времени. И здесь время как будто бы начнет с вами дружить и вам помогать. Я не знаю, были ли у вас такие моменты в жизни, насколько вы их осознавали и замечали, что есть определенные такие моменты, когда время вдруг останавливается. И в твоем распоряжении оказывается там, по ощущениям, гораздо больше времени. Или время как-то перескакивает. Это очень как бы сложно объяснить, но это действительно так. То есть время начинает помогать.
оно начинает подыгрывать вам, и вы становитесь, в общем-то, друзьями. И на самом деле в вашей жизни начинает происходить именно все вовремя, все своевременно. И чем больше вы это будете видеть, ценить, ощущать и благодарить, именно благодарить, то есть то, что ты, это не просто ощущаешь, а именно еще и благодаришь. То есть это нужно замечать и благодарить. И благодарить через слова. Слова – это энергия, это ключи, это определенный звуковой волновой сигнал. То есть необходимо это говорить про себя вслух, то есть по-разному, но обязательно это отмечать. Обязательно. И тем больше оно начнет с вами дружить. Тем больше в вашей жизни все начнет происходить именно в нужный момент, именно тогда, когда лучше для вас. И вы это, в общем-то, начнете подмечать. Но все начинается с принятия прошлого, с того, что благодарю, что именно все так произошло, и хорошо, что произошло именно так и с тем, а иначе я бы не понял, или я бы не поняла, или я бы не увидела, или я бы не осознала, или Бог знает, где бы я была. То есть именно вот в таком ключе. Это начинается с этого. Дружба со временем начинается именно с принятия прошлого, с искренней благодарности каких-то моментов. То есть для начала, для того, чтобы быть действительно искренним и действительно говорить от сердца и с душой, необходимо вспомнить именно те моменты, которые вы знаете, что вот хорошо, что все так произошло. Дальше эти моменты, когда вы будете повторять эту технику, а ее необходимо повторять, вам будут показывать другие какие-то моменты. И за них тоже нужно будет отмечать и благодарить, что именно так все произошло, а не как-то иначе. Эту технику лучше всего делать, когда вы находитесь одни, когда вас никто не будет дергать, когда никто не будет переключать ваше внимание, когда, в общем-то, вы предоставлены сами себе. И опять-таки, делая эти техники, вам будут приходить инсайты, вам будут приходить какие-то воспоминания, вам будут приходить какие-то люди, и вы должны понимать, для чего. Для разрыва контракта и для того, чтобы вы отметили для себя и поблагодарили Вселенную, хранителей, в общем-то, себя, что все вовремя и что все именно так и произошло, и никак иначе. То есть здесь уже начнется начало взаимодействия с направляющими. Именно благодаря тем, что вы будете выходить на открытый, в общем-то, можно сказать, диалог, да, то есть вы, в общем-то, начнете движение по сближению Вселенной, сознанием, своим хранителем и себе как духу. И здесь, в общем-то, они будут открываться вам навстречу, давая вам воспоминания, давая вам какие-то подсказочки, указывая какие-то моменты из прошлого. И, в общем-то, делая эти техники, оно все будет идти постепенно. Не надо никуда гнать себя, не надо там, в общем-то, бежать впереди паровоза. Делайте все так, как, в общем-то, я вам рекомендую это делать. Итак, самая удивительная техника, которая разделит вашу жизнь до и, в общем-то, после. Я это говорю для того, чтобы вы отслеживали свои ощущения вообще после каждой техники, поскольку это способствует восстановлению связи всех трех компонентов души, тела, духа. И
восстанавливается полное восприятие, в общем-то, своего тела и отслеживание своих ощущений, сигналов, которые подает вообще тело, пространство, душа, чтобы вы это могли отслеживать. Итак, техника космос. На первую часть, которую я сказала, вам понадобится 3-5 дней. Эти дни вам необходимо заниматься первой частью техники. Когда вы освободитесь от связей прошлого, разорвете контракты, я уже рекомендую приступать к этой технике. Техника космос. Она раскрывает и убирает блокировки, опять-таки, сердечной чакры. Итак, техника космос. Ее лучше всего делать, опять-таки, когда вы уже расслаблены, находитесь в одиночестве, когда вас ничто не отвлекает, никуда не нужно вам бежать, ни на что реагировать. Возможно, эту технику делать перед сном, когда вы уже находитесь в постели и, в общем-то, готовитесь уснуть. Вам необходимо расслабиться и представить себя легкой, воздушной, полупрозрачной сущностью, которая поднимается вертикально, именно вертикально. То есть вот как мы ходим, как мы стоим, именно в таком положении, что вы поднимаетесь и оказываетесь в космосе. Вы оказываетесь в космосе, перед вами шар земной, перед вами Солнце, Луна, Юпитер, Марс и, в общем-то, Солнечная система, да, насколько вы ее можете себе представить. Можете представить Землю, Луну и еще что-то, пожалуйста, представляйте. Это в целом большого значения не имеет. Так вот, вы представляете себя прозрачной сущностью в своем, в общем-то, воплощении, как вы себя видите. И вы представляете, что из сердечного центра, из центра солнечного сплетения, да, у вас выходит луч света. Луч света, и направляется он на Землю, на Луну, то есть на ту планету или в то пространство, куда, в общем-то, вы его хотите и можете отправить. Для начала я рекомендую вполне конкретные вещи. То есть если мы находимся и зависли в космосе перед Землей, значит, мы этот луч света можем направляем на Землю, на Солнце, на Луну, направляем этот луч света и говорим: прими мою благодарность и любовь. То есть вы вкладываете в свой луч света благодарность и любовь и направляете ее на Землю. Вы представляете, как этот луч света входит в эту Землю и наполняет ее, да, то есть как шарик, то есть он может войти в Землю, то есть потеряться там этот лучик света, и через какое-то время он его наполняет и выходит за рамки планеты, да, именно тот свет, который вы направляли. Свет вашего луча, он может быть, я думаю, что он будет у всех свой.
Как бы если вам сложно, то вы можете представлять белый, золотой, желтый, розовый, да, то есть если вам сложно, но через какое-то время у каждого будет именно свой луч, именно свой свет. Но если сложно, белый, золотой, розовый, в общем-то, луч света, и вы вкладываете. Земля, я тебя благодарю, прими мою любовь и благодарность. Прими мою любовь и благодарность и луч света на землю. Это состояние мы держим примерно 5 минут. То есть это состояние, эта направленность, она длится 5 минут где-то. Дальше мы представляем, что наш луч прерывается, да, то есть вот мы 5 минут подержали этот луч света, и от Земли идет такой же луч света, ответный, то есть это правильный обмен энергией. И если мы отдаем, значит мы получаем в ответ. Это налаживает обмен, это устанавливает, делает установку на правильный энергообмен с пространством, со Вселенной, вообще со всем в своей жизни. То есть мы представляем, что от Земли к нам в сердечный центр идет направленный луч, и нам планета возвращает и отдает свою любовь и благодарность. Это состояние, это представление мы держим также 5 минут. Мы представляем, что этот цвет, эта энергия, эта любовь и благодарность, она также заполняет все наше пространство и выходит за рамки. То есть, если вам сложно, вы можете представить, как вот некий сосуд, да, там от лапок наполняется до макушечки и, в общем-то, выходит за пределы. Можете представить с центра, то есть вот оно заполняется, заполняется и расширяется, да, в такую овальную форму, заполняет вас полностью. Вы это держите 5 минут. Поначалу такой техники вы, в общем-то, не будете ощущать ничего. Ее очень важно повторять максимальное количество раз. И вы свой луч света, любви и благодарности можете направлять и в космос, да, вы можете прям говорить: солнечная система, прими мою любовь и благодарность, и представлять, как этот ваш луч света, он идет от планеты к планете и заполняет всю нашу солнечную систему. И потом вы точно так же видите, как от солнечной системы, как от каждой планеты вам возвращается эта любовь и благодарность. И вы это состояние держите и наполняете себя, свое пространство вот этим вот светом, этой энергией. Можно вполне конкретно пойти по планетам, да, но не забывайте о Земле. Земля, она, в общем-то, поскольку мы на ней присутствуем, и Гая, в общем-то, она создает для нас максимально благоприятные условия и заботится, и любит, то в каждой такой технике необходимо начинать с Земли. То есть Земля должна быть всегда. И обязательным, в общем-то, главным фактором в данной технике является именно возврат энергии, как она вас заполняет. В общем-то, эту технику, опять-таки я повторюсь, лучше делать в спокойной, расслабленной обстановке и с отдачей и получением. Максимум там 5 минут необходимо держать и отдачу, и получение. И обязательно представляем, как она заполняет наше с вами пространство. Эта техника, она также многоуровневая.
и она напрямую открывает каналы, в общем-то, к космическому сознанию. Отслеживайте свои ощущения и ничего не бойтесь. Пусть вас ничего не пугает. А на какой-то момент у каждого он будет свой. Каждому понадобится определенное свое количество техник раз, да, повторение этой техники для того, чтобы просто-напросто пробило. Пробило – это когда пойдет неконтролируемый поток эмоций. Это когда рухнет последний бастион, в общем-то, бетонирования сердца, сердечной чакры. И тогда эмоции, они просто захлестнут и начнут выплескиваться, да, то, что там сдерживало, то, что там было, оно, в общем-то, пойдет на выход. И это могут быть истерики, это может быть слезы, это могут быть вообще неконтролируемые какие-то эмоции. И здесь будет и накрывать и любовью, и теплотой, и какой-то такой непонятной, странной, в общем-то, волной чувств. Вам не нужно их отслеживать, вам, в общем-то, ваша задача не пугаться, а, в общем-то, выплеснуть их, да. То есть ваша задача, вот как будет идти, это, в общем-то, выплеск этих эмоций, да, вот так вот их и выплеснуть, опять-таки с любовью и благодарностью. И опять-таки сказать благодарю и люблю за то, что именно все так, да, что я это почувствовала, за то, что этот выплеск произошел. Вот, ну, об этом мы с вами потом поговорим, в общем-то, на нашем совместной встрече, о том, как у кого это все произошло и что этому способствовало. В общем, мои дорогие, на эту лекцию у вас 7-10 дней, поскольку она довольно-таки сама объемная и по количеству необходимой выполненной работы, проведенных техник, она требует. Все эти техники, которые есть в этой программе, я еще раз скажу вам, необходимо будет пользоваться и по завершению нашей с вами программы, и они будут для вас открывать новые грани, новые возможности. И в целом они будут способствовать вообще максимальному раскрытию. На этом я с вами прощаюсь, мои дорогие. До следующей встречи. Пока-пока.